Всем доброго времени суток. Пандемия коронавируса все еще бушует в Российской Федерации, да и во всем остальном мире тоже. А поэтому никак не получается провести испытания ракетных двигателей. Эти обстоятельства заставили переключиться с двигателей на прочие вопросы моей программы по колонизации Солнечной системы. Одним из таких вопросов стал вопрос необходимости именования проекта. Так как я уже потихоньку собираю и саму ракету, об этом я упоминал раньше в видео, ссылка в углу появится. Об этом я расскажу и чуть позже в этом видео. Ракета, как таковая, в конечном счете, будет являться средством доставки полезной нагрузки на орбиту. Поэтому я решил назвать весь проект по созданию ракетоносителей «Глубина атмосферы». Потому как с каждым успешным запуском я буду все глубже и глубже погружаться в атмосферу. Каждому запускаемому объекту буду присваивать номер на этапе конструирования. Таким образом, в этом видео я закладываю объект номер 1 проекта глубины атмосферы. Ну и плавно перехожу к обсуждению хода выполнения постройки объекта номер 1. Доделал еще 2 хвостовых лонжерона. Теперь набор из 3 лонжеронов готов и ждет установки на ракету. Крепиться он сразу не может, потому как большая его часть крепится к двигателю, а двигателя, прошедшего огневые испытания, еще нет. Доделал отсек для системы спасения. Вот. Правда, сама система спасения еще не готова. Вот. Но выглядит это будет примерно так. Значит, вот здесь залита соединительная муфта, в которой есть отверстие. С этой стороны с верхней будет вставляться пиропатрон. Фитиль через отверстие в муфте будет уходить в бортовую электронику, под которую в первом отсеке, вот примерно здесь, я сделал нишу для укладки электроники и батарей питания. Также я их подогнал и сделал установил соединительный шуруп, отверстие, для того, чтобы вся конструкция была ровненькая, ну и в процессе запуска чисто случайно не разобралась. Обтекатель также еще находится на стадии изготовления, но под него уже залил болванку. Оба отсека в принципе готовы. Заранее приготовил запальники. Значит, в конструкцию запальников внес небольшие изменения в виде вот этих конусов, парашютов. Почему? Потому что во время одного из испытаний такой запальник, хоть и сделан из термостойкого провода из паяльника, но обгорел до такой степени, что использовать его в дальнейшем попросту невозможно. Надеюсь, что таким путем запальников хватит на более продолжительное количество стартов. Коронавирус, к сожалению, не дает возможности испытать двигатели за пределами населенного пункта, а испытывать их именно там, я напомню. Я хотел, потому что есть опасность в случае взрыва двигателя, попадания осколков топлива в хвост постройки со всеми вытекающими последствиями. И я тут подумал, что ведь можно и короб собрать, в котором будет осуществляться прожиг двигателей. Но из-за обильного количества газа внутри короба фиксировать визуально положение двигателей для измерения тяги будет затруднительно, мягко говоря. Поэтому выходом может стать создание электронного стенда. Благо энтузиасты ракетомоделизма вдоволь наследили своими трудами в истории и на просторах интернета, за что им низкий поклон. Сейчас создание электроники для стенда в полном разгаре. Готов генератор импульсов. Была неудачная его версия. Вот. Так что можно сказать, что это версия 2.0. Она, правда, сделана под 9 вольт. Под 9 вольт в хозяйстве не нашлось 9-вольтовых ни батареек, ни блоков питания. Поэтому пришлось делать маленький делитель. Переход с 12 на 9 вольт. Ну и даже если испытания на этом стенде будут проводиться за пределами населенного пункта, то батареи зачастую сделаны на 12 вольт.
Поэтому такая необходимость. Ну и, конечно же, сам стенд нужно будет переделывать, так как из него уйдут подвижные части и немного изменится принцип крепления двигателя. Двигатель нужно будет не жестко фиксировать, а так, чтобы он свободно давил на датчик, но при этом не мог выскочить ни в стороны, ни назад отскочить в случае аварийного срабатывания. Вот. Поэтому сам конструктив нужно будет тоже переделывать. На этом я завершу сегодняшнее видео. Проекту нужна поддержка. Ваши лайки, подписки. И не забудьте про колокольчик. Здоровья вам и да пребудет с вами сила.